Сейчас мы поговорим о разных вариантах установки геоинформационной системы QGIS. Ну, в данном случае первоначально нужно зайти на официальный сайт QGIS.org и, соответственно, давайте посмотрим возможные варианты загрузки данной программы. Ну, во-первых, вот смотрите, а мы сразу же смотрим загрузить сейчас, да, и, соответственно, здесь предлагается две версии в подписи, да, версия 3.30 и 3.28, RS и LTR серии, да, ну, скажем так, загрузить сейчас, и, соответственно, здесь есть, скажем так, варианты загрузки. Смотрите, Linux, Macintosh и, соответственно, Windows. Ну, так как у меня Windows, мы более подробно остановимся на установке Windows. Следует отметить следующее. Смотрите, если у вас Windows 32-битная, то вот здесь у вас есть подпись, соответственно, давайте ее переведем. Начиная с QGIS 3.20 мы поставляем только 64-битные выполняемые файлы для Windows. Так что учтите этот момент. То есть, если вы имеете только 32-битную, то версию старше 3.20 вы не поставите просто. Вторым вариантом является установка через вот такой инсталлер OSGeo 4W рекомендуется для постоянных пользователей или развертывания в организациях. Этот модуль позволяет иметь несколько версий QGIS в одном месте и поддерживать актуальность каждого компонента по отдельности без необходимости загружать весь пакет. Но это вариант установки для опытных. Если вы хотите использовать в своей работе несколько версий, то, соответственно, вам подойдет вот такой вариант, но он более сложный. При этом там определенные компоненты дополнительные можно устанавливать, хотя в данном случае и в простом варианте загрузки все компоненты, необходимые для работы QGIS, присутствуют. Пакет, вот, допустим, обычной установки, он где-то весит 1 гигабайт на настоящее время. Ну и что касается особенностей загрузки, какую же версию загружать в данном случае. Здесь следует понимать, что, скажем так, версия 3.30 RS и версия 3.28.4 LTR. В данном случае они отличаются чем? Это очень просто. 3.30 нестабильная, но она использует все новые разработки, но 3.28 она более стабильная. То есть и с моей точки зрения я рекомендую всегда устанавливать стабильную версию. Ну и давайте ее скачаем. Вот я ее сохраняю. Ну и прежде чем говорить о том, какие варианты есть возможно, пока загружается, мы можем поговорить о чем. Скажем так, загрузить сейчас, и можно перейти на вкладку «Все выпуски» и предыдущие здесь. Соответственно, вот видите, здесь все фактические версии. Это у нас через OSGeo 4V, вот, кстати, можно скачать, видите, 3.30 версия, 3.28, 4.2, скажем так, вот, видите, MSI-шные 1 гигабайт, и вот обычная установочка. То есть вы можете вот здесь, соответственно, если у вас не тянет компьютер, более старые или старые версии поставили, в данном случае скачав. В данном случае сколько будет скачиваться наш вариант. Давайте посмотрим. Ну, вот видите, я говорю, 1 гигабайт у нас, и осталось, ну, что-то много времени. Ну вот, загрузка у нас завершается. Осталось 10 секунд. Вот, загрузилась, и давайте посмотрим в папочке. Вот он, дистрибьютив. Следующим шагом является, соответственно, установка QGIS. В данном случае загруженный файл запускаем и следуем, соответственно, инструкциям. Вот, установщик пошел. Так. И далее что? Нажимаем Next. Соглашаемся с условиями лицензии. То есть можно ее прочитать на английском. Соответственно, и указываем, куда будем устанавливать. Нажимаем Next, Install. Ну и пошел процесс установки. 1 гигабайт, соответственно, ну, будет вариант такой. Придется немножечко подождать. Даем согласие на установку. То есть это у нас в данном случае простая установка, то есть мы обычный стандартный файл установочный запускаем. Ну и вот у нас
завершилась установка, нажимаем финиш и соответственно. Итак, QGIS у нас установлен. Как правило, он устанавливается на рабочий стол в виде папочки QGIS и соответственно версия. Ну, 3.28.4, и если мы папочку откроем, то соответственно вот те файлы, которые нужны нам для работы. Следующим шагом после установки является, соответственно, запуск программы и проверка ее работоспособности. Давайте запустим нашу новую версию QGIS. То есть она у нас устанавливается на рабочем столе, соответственно, в папочке QGIS соответствующей, и мы, соответственно, запускаем в этой папочке вот этот файлик. Давайте развернем, что-нибудь откроем. Ну и смотрите, что у нас тут. Устаревший файл проекта, то есть старый проект, и у нас маленькие значки. Что мы можем здесь сделать? Давайте в настройки, в параметры, в общие. И, соответственно, вот здесь во вкладке параметр приложения можно увеличить размеры, да, 48, ну, можно даже 64. Давайте попробуем, окей. Тут ругается, соответственно, все, много чего нужно исправлять. Ну и давайте попробуем закрыть и заново запустить. Ничего не помогло. То есть у меня 4К монитор. Таких проблем не будет, если у вас стандартный монитор и, соответственно, или ноутбук. Что же нам в данном случае придется делать? На главном канале у меня есть видео о настройке QGIS под 4К монитора. Соответственно, здесь вот эту процедуру единожды нужно сделать. То есть в данном случае возможность использования так называемых манифестов. Это единожды делается, это как когда-то я сделал на этом компьютере, поэтому я эту операцию выполнять не буду. Если вы хотите подробно ее рассмотреть, то, вот, пожалуйста, на паузу нажмите и, пожалуйста, можете выполнить всю эту процедуру. И далее что? А далее у нас процедура следующая. Надо найти, где у вас установлено QGIS 3.28, папочка bin. И мы смотрим на, соответственно, то, как называется QGIS. QGIS LTR bin. И вот соответствующий файл манифеста можно загрузить сюда. Ну вот, смотрите, допустим, этот манифест стандартный. Так, открою ноутбуке. Он для всех программ, для этого 4К монитора, вот он такой, да, то есть в данном случае меняется только вот эта часть до .exe, то есть QGIS bin, QGIS LTR bin и так далее, и так далее. И что мы делаем? Мы просто делаем вот такую вещь, кидаем сюда в папочку, нужны права администратора, и, соответственно, дальше мы можем запустить нашу QGIS. Вот в данном случае мы закрываем и заново запускаем. Нужно отсюда, кстати, запустить. Теперь у нас значки нормального вида. И мы можем продолжать дальше настройку. Где-то дальше нам нужно устанавливать модули. Ну и давайте зайдем в модули, управление модулями. Ну, у меня тут что-то установлено. Скажем так, ну давайте сделаем так, как у меня все настройки установились. Я не в первый раз QGIS устанавливаю, то давайте настройки, профиль пользователя, дефолтный профиль. Ну давайте новый профиль создадим. Попробуем. Этот закроем. Так, а этот откроем. И вот у нас фактически чисто девственный профиль. Управление модулями. Посмотрим. Установленные. Это вот установлены стандартные модули. То есть, смотрите, здесь что галочки, то они будут присутствовать в данном случае в этом окне. А есть такая галочка, ну, проверку геометрию ставим, соответственно, галочку. То есть он тоже где-то тут должен появиться. Свежий, условно говоря, новый профиль. Настройка профиль пользователя, вот он есть, и соответственно мы можем его настраивать. Ну давайте в параметры зайдем. Во-первых, что у нас тут 24, все стандартно. Что мы будем настраивать, то есть показывать ленту новостей не надо, может быть, потому что проверять версию QGIS можно тоже не показывать заставку при запуске, скажем так. Так, что Fusion, да, Fusion. Хочу Fusion или Windows, ну-ка давайте применить.
Давайте закроем и, соответственно, попробуем запустить заново. Какой-нибудь же профилем он у нас загрузится. Интересно. Свежий, готовый профиль, да, новый. Соответственно, мы что тут должны? Мы должны установить модули. Модули, управление модулями. Все переходим и давайте Quick. Quick. Что Quick? Quick Mob Server. Устанавливаем модуль. И Quick OSM. Тоже устанавливаем модуль. То есть вот эти два модуля, по сути дела, необходимы. Учтите, вот тут нужно подождать, чтобы вот эта так называемая пауза ушла. И закрываем. То есть давайте новый проект создадим. Что у нас здесь? Вот, допустим, Quick Map Server. У нас в данном случае он дает возможность подключать различные геопорталы. И в данном случае предварительно его нужно настроить. Идем в настройки и в конец загрузить сервисы, получить дополнительные источники данных. Окей. Загружено. Сохранить. И, соответственно, если мы нажмем, то у нас уже тут источников данных множество. Ну, давайте OSM стандарт подключим. И, соответственно, вот уже начинает работать. Давайте так посмотрим. Мы можем какие-нибудь данные подгрузить. Что-нибудь векторный. Ну, давайте вот так, векторные данные. Миф, да? Ну, давайте откроем миф. Добавить полигон, добавить слои. Ну, закрыть. Это местная система координат. Так увеличим до слоя. Вот что-то есть такое, да? Натикс информацию, щелкнем. Информацию по объекту. То есть это в местной системе координат и, соответственно, ну, так бывает. То есть новый профиль создали, соответственно, у нас все так, ну-ка давайте пользовательские проекции. Да, пользовательской проекции нет. То есть учтите, что когда вы создаете новый профиль или это новая установка, да, то, соответственно, вам нужно установить необходимые плагинчики. Соответственно, если так систем координат у вас не хватает, ну, допустим, особенно местных, да, то, соответственно, нужно установить и свои местные системы координат. Но об этом, скажем так, в других видео или смотрите видео на основном канале. Есть такое видео по установке местных систем координат. Так что, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте.